Короче, я просто в невероятном восторге. Мечта сбылась, асфальт, велосипед, солнышко светит, на работу не надо. Просто все в одном. Короче, тут есть велодорожки. Я начал с того, что подготовил свой легкий городской велосипед к поездке. Установил минимальное количество сумок. Забрал велосипед, упаковал его в сумку для перевозки в самолете. Велосипед не повредили при загрузке, обложил все элементы утеплителем для труб. Сел уже в машину. Вспомнил, что забыл переставить спидометр на велосипед. Попросил папу довезти меня до аэропорта, и мое путешествие началось. Ну все. Пока-пока. Все, давай. Короче, приехал в аэропорт с велосипедом под мышкой. Ни разу в жизни не сдавал негабаритный груз. Будет первый опыт. Короче, иду сдавать негабаритный груз. Так, сдал багаж. До вылета 1,5 часа. Настало время найти гостиницу, где остановиться в Ташкенте. Увлекательное, непредсказуемое путешествие мне предстоит. Надеюсь, я там не пропаду. Пришел, короче, на выходы для внутренних рейсов, потому что я ни разу не выезжал с Красноярска за рубеж. Новые границы открываю для себя. Короче, забронировал хостел в 1,5 километрах от центра. Цена от 12 до 15 долларов на букинге. 1200 рублей, короче. И в эту сумму включен завтрак. Сейчас будет интересная история. Мне надо будет прилететь возле аэропорта, собрать велосипед и доехать на нем до гостиницы. Можно, конечно, доехать на такси с велосипедом и там разобраться, но очень хочется кататься. Ни минуты без велосипеда. Нельзя, чтобы отпуск проходил в ожидании покататься на велосипеде. Нужно садиться и ехать. Короче, все торопятся, как будто без них не улетят. До самолета повезут на автобусе, а я что-то куртку уже спрятал. Короче, надо будет подождать, чтобы последним залететь. Буду, короче, учиться разговаривать на людях и не кринжовать. У вас 11, а? Место просто миллиард. Короче, какое-то бескрайнее поле огней. Местное время сейчас 14 минут. Короче, большой кипиш. Надо, короче, как-то получить Wi-Fi, купить за вменяемые деньги по нормальному тарифу сим-карту, снять рубли. Так, ну получить багаж, это безусловно. И где-то на улице собрать велосипед. Все четко. Город надо будет решить. Так, короче, будем разбирать велосипед. Велосипед я собрал. Сим-карту купил. У меня еще нет местной валюты. Я первый раз в Узбекистане, но пока кажется все идет хорошо. Короче, сейчас как поеду. Так, короче, моя первая в жизни поездка по Ташкенту. Пока все огонь. Кайф невероятный.
Асфальт чистый, температура в районе нуля, сухо. Короче, просто мечта. Короче, просто невероятно. Еду в гостиницу. Так, я встал, сходил, помылся. Сейчас, через минутку, будет завтрак, который включен в стоимость. Я не обменял рубли на суммы. Мне надо как-то из гостиницы расплатиться и вообще, чтобы у меня были деньги. Сейчас попробую оплатить с казахской карты. Короче, посмотрим. Очень здорово, что я утром заехал в 3:30 утра. И меня просто встретили, проводили до кровати, и типа все вопросы завтра. Ни паспорт, ни имени, просто типа чувак бронировал все, типа иди спать, и утром поговорим. Такой вот завтрак утром. Короче, погода песня. Короче, в кофте огонь. Сейчас поеду рубли менять. Сказали, что это рубли хер где поменяешь, на рынке только поменяешь. Короче, я просто в невероятном восторге. Мечта сбылась, асфальт, велосипед, солнышко светит, на работу не надо. Просто все в одном. Я в восторге вообще. Я просто в полном восторге. Какой-то невероятный вайб. Невероятный. Прям восторг. Короче, я такие огромные финики ни разу вообще в жизни не видел. Будем пробовать. Надо брать дорогу до Самарканда. Вместо гелей. Взять и просто свернуть в случайную улочку. По правую сторону храмовый комплекс. Хочу к нему попасть. Но что-то объезжать по карте долго. Вон он купол. Торчит впереди. Вон он с полумесяцем. Вот он. Медресе. Так, выехал, короче, из-за гаражей. Буду консультироваться, что можно, что нельзя там делать. Короче, рассказываю. Такая красотища вообще. Так, это я где-то с этой задней стороны подъехал, мне сказали. Короче, можно на велосипеде. Внутрь надо будет у входа велосипед оставить. И в 12:30 начнется молитва. И, соответственно, всех надо будет уйти до этого времени. Вот, поэтому у меня в распоряжении 2 часа. Блин, ну красотища невероятная, конечно. Газоны, зелень, кустики. Ну, финик. Просто какой-то невероятной вкусноты финики. Короче, невероятная красота какая-то. Мне сказали, что здесь можно кататься на велосипеде. Короче, очень красиво. Очень красиво. Не могу ничего сказать подробнее, надо изучать. Но просто на эстетический характер просто восторг. Так, опять поеду, короче, через гаражи. Это лед. Это лед. Я, короче, забыл ремешок от сумки, который вот здесь вот подстегивается.
Из-за этого мне все время сумка перевешивается. Надо какой-то магазин искать. Купить там пару карабинчиков и стропку. Блин, как здорово, что есть Google карты и остальные карты. Можно просто шароебиться сколько хочешь. Куда хочешь, куда глаза глядят. Едешь. Но всегда знаешь, что обратно ты можешь выехать. Вон снежок еще немножечко лежит. Еду по узкой улочке, меня преследует бетономешалка, как будто бы в фильме ужасов. И она все ближе и ближе. Короче, не знаю, это ошибка выжившего. Но я, короче, велосипед везде оставляю не пристегнутым. Иногда забываю телефон, короче, в кормушке в велосипеде. На рынке в том числе оставляю. И, короче, все вроде бы, все в порядке, все безопасно. Короче, вообще, так мне хорошо жить на этом белом свете. Блин, вообще, такой довольный кот. Трава зеленая. И тут трава зеленая. И тут трава зеленая. Песня какая-то просто. Удивительно, в кофейне я попросил счет, мне дали чек, а потом подошли, говорю, по карте, мне взяли карту, попросили, а какой пин-код, и ушли с картой оплачивать. Очень непривычно. Короче, есть у меня идиотская мысль съездить в Самарканд на велике, а до него 300 километров. Вот. Но для этого нужно найти камеру хранения, оставить там часть вещей своих. Надо это делать прямо сейчас, чтобы завтра утром в часов 6 или 7 выезжать. И тогда, возможно, к полуночи я успею добраться. Самому кажется, это мысли странные и страшные. Но что мне сделать? Короче, все-таки завтра поеду в Самарканд. Мне разрешили оставить вещи за бесплатно на несколько дней. Я уж думал сдавать их в камеру хранения в аэропорту. Короче, огонь. С ребятами в хостеле and speak about something. А что вам говорить? Здравствуйте, шелуди, хороший день вам, любим вас. Как сказать good luck по-русски? Удачи. Удача? Удачи. Удача, вы say in Russian. Удачи. На здоровье. Как? Живели на Живели. Живели? Да. Живели? Живели. 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 Так прошел мой первый день путешествия в Узбекистан. В следующих частях я расскажу, как я доехал до Самарканда за 2 дня, как я провел день в Самарканде и отправился в Бухару. До новых встреч, подписывайтесь, чтобы увидеть следующие части моего путешествия. Пока-пока.